Здравствуйте, дорогие друзья! Давно с вами не встречалась. К сожалению, были на то довольно веские причины. Но это уже в прошлом. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, какой рекордный урожай сельдерея собрала я в этом году. Думаю, среди вас найдутся те любители, которые выращивают это растение, эту пряную такую культуру, которая имеет великолепный аромат и чудесно себя проявляет в совершенно разных видах блюд, и в супах, и в борщах, и в качестве наполнения для салатов, и для гарниров. Я думаю, без сельдерея не может обойтись ни одно блюдо, если вы любите готовить. Я, по крайней мере, его использую практически везде. Сельдерей я выращиваю давно, выращиваю его уже, скажем так, у меня есть хороший опыт его выращивания, но в этом году урожай прям таки меня поразил. Корнеплоды получились крупные, прямо огромные. Правда, когда я выкапывала, то, к сожалению, не записала видео процесса выкапывания, потому что спешили, уже были холода, и мы его старались убрать с огорода, чтобы он не померз. Поэтому покажу только результат того, что у нас получилось. Сельдерей принадлежит к семейству зонтичных, или, как его еще называют, семейство сельдереевых. В этом семействе, я думаю, вам знакомы многие растения, в том числе и петрушка, пастернак, укроп, кориандр, то есть те, которые имеют в качестве соцветий огромные сложные зонтики. Они так цветут, и потом в этих зонтиках со временем образуются семена. Но сельдереи – это двухлетние растения, то есть в первый год вы семена не получите. Нужно будет либо оставить растение на следующий год в почве, либо же высадить корешок в следующем году весной, и тогда вы получите красивое цветущее растение примерно в начале лета. А уже в конце лета созреют ароматные семена, богатые эфирными маслами, и именно они и дадут вам урожай, который можно собирать уже как бы с собственного посевного материала. Сельдерей – это позднеплодное растение. То есть если вы его посадите, например, посеете поздней осенью, весной вы увидите первые ростки молодых растений, и только к концу лета получите первые плоды. Я обычно выращиваю сельдерей из семян и путем рассады. То есть сначала высеваю семена на рассаду, а потом уже из рассады высаживаю сельдерей в открытую почву и к концу лета получаю урожай. Если использовать просто метод посева семян в почву, то, к сожалению, в наших широтах, а я живу в климатической зоне номер 6 или 5Б, вот примерно на стыке этих климатических зон зимостойкости, то у нас, к сожалению, не хватает теплой части лета и весны и осени, чтобы это растение созрело полностью от начала роста и до момента как бы созревания. Поэтому приходится выращивать его через рассаду. Но рассада здесь имеет самое важное значение, потому что сам по себе сельдерей – это совершенно неприхотливое растение. Культура, которая не потребует от вас там каких-то дополнительных хлопот, какого-то там дополнительного ухода. Это очень простое растение в плане выращивания, но за рассадой придется последить. Весь фокус в том, что там есть маленький период, который обязательно надо, скажем так, прослеживать. То есть вот вы посадили семена, берите семена всегда свежие, они очень мелкие, они высеваются по поверхности почвы, и почва немножко увлажняется, выкладывается сверху полиэтиленовая пленочка.
свежие, то они прорастают примерно на 7-й день. А уже через 2 недели вы увидите первые, второй, третий и 4-й настоящие листики, и можно будет уже их пикировать, эти ваши росточки. Именно в этот момент, когда растение выбрасывает 2-й и 3-й листик, нужно внимательно следить за вашей рассадой, чтобы не произошло полегание. Полегание – это самый страшный удар для тех, кто выращивает рассаду, потому что по факту ваша рассада практически пропала. Силы потрачены, а рассады практически нет. Этому способствует черная ножка, как правило. Чтобы полегания не было, как только семена проклюнулись, показали первые росточки, надо опустить температуру воздуха примерно на 4-5 градусов и улучшить освещаемость. Именно это позволит вам избежать вытягивания ростков. На 3-4 листике я пикирую рассаду, и потом уже в середине апреля высаживаю полученные растения, которые имеют хороший корень, непосредственно в открытый грунт. Но пока грунт еще не готов, пока начинается весна, нужно его удобрить. Потому что если вы хотите получить красивый большой корневой сельдерей, то почва должна быть богата органическими удобрениями, содержащими большей частью азот. Для того, чтобы почва вас порадовала, нужно взять 6-8 килограммов перегноя и удобрить им каждый квадратный метр открытого грунта, где вы будете высаживать вашу рассаду сельдерея. Как только грунт удобрен, его следует хорошо взрыхлить, дать ему отдохнуть недельку-вторую, и потом уже высаживать готовую, полученную вами рассаду сельдерея. Для сельдерея очень важно, чтобы он рос в низинных, но хорошо освещенных местах огорода. И его нужно хорошо поливать. Вот, собственно, все, что вам требуется для того, чтобы урожай был хорошим. По мере роста корнеплодов я только пропалываю и поливаю. И все. Это вот вся работа, которая нужна для сельдерея. А уже примерно в середине осени, перед первыми заморозками, сельдерей нужно выкопать и приготовить его к хранению. Убрать излишние корешки, очистить от почвы, сложить в ящики или в мешки и положить на хранение в прохладное место. Сельдерей хранится великолепно. У него толстая кожура, он практически не поддается гниению. Единственный недостаток – это может быть просто подсушивание корнеплода. Поэтому должна быть соответствующая влажность в том помещении, где вы его храните. Почему я выращиваю сельдерей и чем он полезен? Я вам хочу сказать, что если вы заботитесь о своем здоровье, и если хотите себя чувствовать великолепно, то замените картофель, который вы садите на своем участке, именно на сельдерей. Из него вы получите прекрасное пюре вместо картофельного и никогда не будете жаловаться на излишний холестерин,
потому что благодаря клетчатке сельдерея и благодаря жидким эфирным маслам, которые содержатся в этом корнеплоде, мы нормализуем холестерин и чувствуем себя великолепно. Более того, сельдерей нормализует кровяное давление, потому что он следит за водно-солевым обменом и регулирует его. Если вы будете хотя бы раз в несколько дней выпивать полстакана сока сельдерея, вам не страшны ни болезни почек, ни болезни печени, и гипертония тоже вас обойдет стороной. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотела вам рассказать сегодня о сельдерее. А сейчас хочу показать свой урожай, который я вырастила. Попробуем взвесить, какими получились корнеплоды. Вот так выглядит сельдерей, который я вырастила в этом году. Вот посмотрите, насколько он крупный. Просто огромные корнеплоды. Я думаю, одной сельдереины будет достаточно для того, чтобы накормить всю семью. Вот такой он огромный, пышущий здоровьем. Сейчас попробуем взвесить, сколько он весит. Ну вот эта сельдереина весит 813 граммов. Как он такой удалец. Ну и разрешите мне на этом пока проститься. Я надеюсь, что видео было для вас полезным, познавательным. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если видео вам понравилось. Ну и, конечно же, если у вас есть такая возможность, поддержите канал своими спонсорскими взносами. Это очень важно для развития канала. У меня пока все. Пока-пока. До скорой встречи.